Всем привет, друзья, с вами Роликина, и на моем канале вы сможете найти множество различных видео по обучению данной игре. Сейчас видеороликов немного, но я активно играю и начинаю снимать контент по данной игре. Вы сможете найти и прохождение древних гробниц, и все события в игре, которые появятся. И любые вопросы вы можете задать в комментарии, либо в нашей группе ВКонтакте, и получить на них ответ от создания альянса там и любые другие вопросы. Если ты смотришь впервые мое видео или уже неоднократно был на моем канале и до сих пор не подписан, обязательно подписывайся, красная кнопочка будет внизу под видео, и пиши свой комментарий обязательно, если вам понравилась тема, не понравилась, либо другой вопрос по игре. Всем привет, друзья, и сегодня у нас будет ролик абсолютно для новых игроков, которые только знакомятся с игрой, и сегодняшняя тема будет про альянс. Где поставить ваш альянс, где какие здания разместить, про прокачку альянса и все в этом роде. Поэтому заваривайте чаек и приятного вам просмотра, если вы хотите разобраться в этой теме. Сейчас у нас достаточно. Снова повторяются новые события в игре. Пазлы закончились и начались снова события такие. Другие, это как раз вот ресурсы, ускорение и все в этом роде, что вам нужно будет, чтобы расти. Получается, смотрите, за 49 дней у меня 26-й замок, абсолютно без единого доната. Я даже строителя второго не покупал, за золото его активирую каждый раз. Замок 46 я поставил на 42 или на 45 день, если честно, не помню, вот, конкретно. Вот буквально неделю у меня 26 замок. А по поводу то, что я не донатил и ничего не покупал, а то, может быть, кто-то найдется, там скажет, у меня даже не активированы вот эти вот преимущества. У кого вот это вот собрано, вот этого нет, значит, кто-то покупал любой набор. Ну, в этом ничего нет такого, просто я играю абсолютно без доната в эту игру. Потому что я просто не вижу смысла вкладывать. Следующий ролик будет именно про обзор замков, про где мы собираем камушки, где мы там то-то ищем, третье ищем, как развиваемся, в принципе, какой упор на какие здания нужно делать и так далее. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующий ролик. И сегодня мы начинаем про альянс. И начинаем изначально карта, место расположения альянса, где лучше его поставить и так далее. Я буду рассказывать не на примере своего альянса, потому что наш альянс вообще вдалеке находится. Не знаю почему глава решил там его поставить. Прям вообще расположение не совсем выгодное. И вот он, наш центральный дворец. Ну, тут мы защищаем наш венец королей, да, и мы защищаем наше королевство. Сражаемся раз там в 2 недели. Раз там. И вот где желательно лучше располагаться. Короче, смотрите, 2 критерия. У нас это КВК, чтобы не летать, венец королей. И второе, это атака на Титана. Ну, чтобы долго не ходить, желательно быстро. Смотрите, вообще идеальнейшее расположение, это вот сейчас занимает вот этот вот альянс. Если открыть карту, вот она, это место расположения. Смотрите, еще одно место. Следом прям вот мы занимаем. Но тут смотрите, какой минус. То есть мы стоим тут рядышком, все отлично. Ну, вот эти вот замки, которые стоят прям совсем рядом, вы когда ходите на угрозы, ищете лагеря стражи, выполняете там в небесной сфере предсказания, у вас попадается либо в лесу, либо за лесом, и ваш поход становится слишком нудный, долгий. Также вот плитки на ресурсы, это все будет идти такую просто вечность. Это вот на самом деле минус, огромный такой минус. И по моему мнению, лучше подлететь на КВК, ну, на защиту короны, нежели играть и мучиться, потому что это такое себе. Смотрите, вот оно идеальное расположение. Но тут смотрите камушки.
Где искать? Нужно желательно. Я не знаю, почему многим не нравятся камни. Это наоборот прикольно, горы, там все, вода где есть. Самое главное это поставить крепость, остальные здания, воткнуть ворота, и чтобы было недалеко от Титана и были 7-е плитки в этой игре. 7-е плитки, естественно, мы отправляем туда больше армии, естественно, они больше приносят, и вы более-менее спокойно, то есть там раз там в 3 часа, раз там у кого в 4 часа заново отправляете походы на плитки, помимо основного рудника. Если у вас будут, чем дальше, короче, от леса, от вот этого там центрального, тем плитки будут меньше. Допустим, где-нибудь в углу карты там вообще первые, вторые будут плитки. Там. Это совсем невыгодно, они быстро собираются, и вам нужно будет постоянно заходить, переотправлять. Также в дальних картах, в дальних меньше лагерей высокого уровня находится. И они, у вас будет проблема с убийством лагерей. Поэтому располагаться лучше вот в центральной части, вот в этой вот верхней части карты. Можно, конечно, чуть брать сюда, можно чуть сюда. Ну, вот тут у нас рядом появляется Титан, куда мы ходим, где-то приблизительно вот в этих координатах. И чтобы на него тоже было, конечно, там все сделано, как бы походы, они не вечные на него, но все равно быстрее, когда и удобнее, когда вы туда ходите 30 секунд, а не сколько-то там минут. Поэтому вот занимать лучше, конечно, вот такие места вверху Черного леса. Это самые такие VIP места. И вплотную, конечно, к Черному лесу я уже акцентировался, почему не стоит заниматься. Смотрите по поводу расположения зданий. Вот тут я сделал скриншот. Это вот, в принципе, самое идеальное расположение зданий. Вы поставили свои 4 здания. Лазарет Альянса — это ненужное здание, его не нужно строить. Если вы не знаете почему, я могу вам ответить, в принципе, и в комментариях, и, в принципе, даже сейчас отвечу. Это ваши войска будут лечиться, сейчас отойдем чуть-чуть от этой фотографии, будут лечиться за ваши пожертвования. То есть вы нажертвовали, и вот тут у вас есть, смотрите, часть Альянса. За эту часть Альянса будут лечиться ваши войска. Если у вас попадет туда целый поход, вы его будете лечить в вечность просто. Это, во-первых. Во-вторых, вы ничего не сможете выкупать в этом магазине. В-третьих, если снесут лазарет Альянса, вы потеряете просто-напросто свои войска. Поэтому это ненужное здание, и это здание не нужно строить. Давайте возвращаемся к картинке. Вот у нас тут, смотрите, грамотное расположение. 4 основных здания, рудник в центре. Вокруг рудника уже и крепости с головой строятся, все остальные становятся. Ворота становятся чуть отдельно, чтобы вокруг ворот разместились сильные замки. Ну, тут вот видите, 24-й, 22-й, 24-й. Рядом уже идут поменьше замки. С большим лимитом кооперации, которые будут собирать кооперацию на ворота. Чем больше лимит, тем больше, естественно, влезет участников и полными походами, то есть это все произойдет. Поэтому возле ворот, и ворота нужно ставить чуть отдельно, и возле них расставлять игроков, которые могут собрать кооперацию, у которых наивысший лимит кооперации, ну и которые активны и заходят в игру. Смотрите дальше. По поводу переселения, как проще. Если вы сносите, вы можете снести все здания по отдельности, кроме крепости. То есть вы можете снести башни. Башни ставятся в основном по углу вот этой зеленой линии от крепости. Ну, тут у нас чуть сбито уже, я не могу показать. Вы ставите крепость, у вас появляется зеленая рамка. И по углам этой зеленой рамки вам нужно расставить ваши башни. Тогда увеличится ваша, это будет максимальная ваша территория Альянса. Потому что зеленую зону дают только башни и крепость. Все остальные здания размещаются Альянсом на зеленой зоне. Ну, на вашей территории Альянса. Смотрите, если вы сносите крепость, у вас рушатся абсолютно все здания.
Если вы сносите по отдельности какой-то, то есть это вообще без проблем. Вы можете снесли в одном месте, поставили в другой. Если рушится крепость, рушатся все здания. Сразу вам говорю то, что ваши исследования, ваши достижения в зале героев, это ничего не теряется при сносе здания Альянса. Когда вы все построите, все у вас будет на своих местах. Вы также можете без зданий жертвовать. Все исследования ваши останутся, все прокачки останутся, уровень Альянса тот же останется, какой у вас был, какой у вас был. А единственное, пока строится здание, вам не будет доступен зал героев. Вы не сможете, во-первых, покупать предметы на рынке героев, во-вторых, вы не сможете совершать сбор взносов. Поэтому вот эти вот дела нужно сделать до сноса зданий. Вот это вот престиж празднования Альянса, да, он останется сохранен. То есть вы открыли там 3 сундука, значит у вас 3 останется. Вы открыли все 6, значит у вас все 6 сундуков останется. Это никак не повлияет на снос зданий и на переселение. Давайте теперь перейдем к развитию нашего Альянса. Смотрите, у нас есть... Во-первых, давайте перейдем на рынок Альянса. Какие предметы стоит тут добавлять? Во-первых, вам нужны ускорения. VIP-очки, телепорты различные. Еще бы я добавил щиты на 8 часов. Щиты. И смотрите еще, что есть. У нас тут есть, ну, это в принципе на 12 часов усиление атак. А вот эти вот с такой процентовкой дается в катакомбах. Я не советую тратить вам честь Альянса именно на эти предметы. То есть вот эти шестеренки, это, ну, тоже очень дорого. Лучше потратить там, ну, вы часто пользуетесь продвинутым телепортом, ускорениями и всем остальным. В принципе, больше тут ничего такого нет, чтобы было так прям критически нужно. Смотрите, у нас есть еще один рынок, рынок героя. Тут вам вот такие вот предметы стоит добавить, потому что за эти монетки человек может купить то, что ему нужно. Либо вот эти вот мешочки, там ему не хватает свитков на дирижабль. Плюс, смотрите, усиление атаки тут уже на 25%. Увеличивает показатели атаки всех войск. И перед событием желательно активировать вот это вот преимущество. Выкупать и активировать. Смотрите, вы тут можете обменивать опыт стражей. Смело, спокойно на вот эти монетки. Знаки я вам не советую обменивать. Вы их потом очень долго и кропотливо будете набирать. И жалеть то, что вы их обменивали, продавали и так далее. Знаки копите с самого начала игры. Это очень редкий предмет. Это знаки нужны для постройки вашего замка на 31 уровень и выше. По предметам мы с вами разобрались. Смотрите еще, что у нас есть. Есть пожертвования. Тут у вас будет доступно в зависимости от уровня вашего альянса про исследования. В первую очередь, что вы качаете? В первую очередь вы качаете уроны армии. Находятся они, смотрите, уровень 4. Вот, урон дальнего боя, урон кавалерии. Вот эти вот два показателя вы вкачиваете на максимум. Потом, если у вас не открыто дальше, вы вкачиваете максимальное количество участников кооперации. Это тоже есть на других уровнях, лимит кооперации и так далее. Все остальное пока не важно. Потом у вас открывается 5 уровень, тут тоже особо ничего. Помимо этого вы качаете, естественно, максимальный уровень альянса, то есть количество игроков, которые могут присоединиться к вашему альянсу. Это вот самое главное. Если у вас там альянс только новый, растущий, вы, естественно, прокачиваете этот вот количество участников альянса. Вот эти вот показатели, они тут встречаются. Вы это сами сможете увидеть. Смотрите, на 7 уровне у нас тоже есть максимальное количество участников альянса и ускорение. Вот это вот, если вы нажимаете ускорить, это тратит средства альянса. Если у вас их достаточно много, этим можно чуть-чуть злоупотреблять, но вы можете потратить все средства альянса и оставить ваш альянс без средств
и, естественно, вы не сможете покупать на рынок Альянса что-то. То есть дальше видите, вот уроны тут, уроны на 7, вы это все прокачиваете. Ну, нам количество участников Альянса пока не важно, и мы, естественно, качаем вот эти вот уроны. Потом будем качать кооперацию, максимальное количество участников кооперации, лимиты кооперации, максимальное количество участников Альянса, потому что люди растут, качают фермы. А по поводу прокачки тоже вам рассказал. Смотрите, еще какие есть функции. Да? У Альянса есть участники, есть R5, есть R4, R3. На что влияет ранг R3? Ни на что. Всех активных игроков добавляйте в ранг R3, я вам советую, просто вам будет проще. Всех неактивных игроков, которые уже давно не заходили в игру, опускать в ранг R1. Фермы, ваши фермы держать в ранге R2. Что такое фермы, как завести ферму, смотрите прошлые видеоролики, я об этом снимал. Без ферм играть, если вы не донатите, тяжело. R3 тоже, у них нет никаких там особых полномочий, прав, они ничего не могут сделать. И вот касается R4. R4 это люди, которым вы даете ранг, которым вы доверяете, потому что у них есть права. В Альянсе, смотрите, они могут менять, во-первых, профиль, название, описание, все остальное. Они могут сносить некоторые здания. Они могут строить некоторые здания, но не все. Ну вот вы, в принципе, можете открыть полномочия и посмотреть, что может делать игрок R4. Он может практически делать все, кроме вот этих: сменить стяг Альянса, сменить тех Альянса, сменить название Альянса, передать пост главы и распустить Альянс. R4 это не может, но R4 может повыгонять всех ваших игроков, которые находятся ниже рангом R3, R2, R1. Поэтому нужно доверять знающим игрокам, давать R4 и, естественно, тем, которым вы доверяете. Также неопытный R4 может выбрать в зале героев празднования Альянса вперед зайти, проснуться в понедельник и выбрать вот такую вот фигню. Типа вот опыт героев. Хотя нам тут сейчас нужно, я вам советую всем выбирать, это ускорение на исследование. Чем больше у вас будет ускорение, тем быстрее вы прокачаете академию и будете сильнее. Может это делать, может ставить звездочки не тут, вы там хотите сами расставлять, ну кто-то тут занимается другими делами, ставит, во-первых, звездочки, вот как вот это вот стоит звездочка сейчас, снова не увидел, не переставил. Ладно, сейчас этим я в видео не буду заниматься. Нужно поставить другое исследование. Может нажимать, может потратить средства Альянса, все остальное. Поэтому R4, у него почти все права такие же, как у R5. Он может тут стену менять, то есть описание менять. Он единственное не может изменить тех Альянса, название Альянса и стяг Альянса. И, естественно, распустить Альянс. Все остальное R4 может. Поэтому смотрите сами, кому вы даете R4. Также смотрите, у нас есть рейтинг пожертвований. Сегодня, на этой неделе и вообще история. За активные пожертвования Альянса, если вы занимаете там хорошие места, первое, второе, третье, там, вот тут вот, когда будете пожертвовать, вот тут будет раз в неделю новую начинаться, вот тут кнопочка будет получить награды. И за активные места, первые, вторые, третьи, вы, естественно, там получаете больше наград, чем все остальные. В наградах у нас честь Альянса самое важное там. В принципе, все рассказал. Если еще какие-то вопросы остались, обязательно задавайте их в комментариях. Я отвечу, помогу или в группе нашей ВКонтакте. А также не забывайте про нашу группу ВКонтакте. Группа вот выглядит вот так. Ссылочка на нее будет в описании и в закрепленном комментарии. Тут вы сможете найти свежие бонус-коды, которые работают. Может быть, старые проверите на работоспособность и полезная информация. Никакого спама в данном сообществе не будет. Также вы сможете найти в обсуждениях вопросы и задать свои вот вопросы по игре. Вы обязательно тут получите ответ. Переходите и подписывайтесь на сообщество.